Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео я подготовила для вас 3 идеи оформления пасхальных гномов. Я постаралась сделать их максимально не похожими друг на друга, но их объединяет только цветовая гамма. Начинаем делать гнома с ножек. Для этого нам понадобятся 2 бамбуковые шпажки. Вырезала из картона 2 одинаковые детали и приклеиваю их к шпажкам. Они нужны нам для того, чтобы ножки нашего гнома не разъезжались. Теперь приклеиваю ножки на сердечко. Это будет подошва для обуви. Если вы не планируете ставить гнома на дополнительную подставку, то лучше сделать это сердечко побольше для устойчивости фигурки. Основу для тела формирую из пищевой фольги. Также можно использовать, например, пенопластовую заготовку для творчества. Теперь оклеиваем фольгу малярным скотчем или бумагой, чтобы пластилин лучше приклеился к основе. Мой гном будет в шортах. Можно полностью обернуть шпажки пластилином, сделав ему брюки. Но, по-моему, он очень мило выглядит именно на тонких длинных ножках. Обувь тоже делаю из воздушного пластилина. Лучше использовать более тяжелый материал, например, соленое тесто или шпаклевку. Тогда ему не потребуется дополнительная подставка. В верхней части обуви делаю небольшие надрезы. Для бороды я к обычному воздушному пластилину добавила пластилин с пенопластовыми шариками. На мой взгляд, так борода выглядит более пышной и объемной. Также делаю и усы нашему гному. Сначала придаю им нужную форму, а только после этого приклеиваю. Теперь делаю голову и нос. Раскатываю длинный колпак и делаю брови и волосы. Рукава делаю немного расклешенными. В руках гномик будет держать пасхальный куличик. Сначала делаю для него небольшой бочонок. И добавляю на него глазурь с потеками. После высыхания крашу пластилин перламутровой салатовой краской. Рисую присыпку на глазури фломастером. Также можно посыпать его и разноцветным бисером. Масляной пастелью тонируем шорты для имитации потертых джинс.
Усы немного оттеняю простым карандашом, чтобы они не сливались с бородой. Наш гном готов, осталось только приклеить его на подставку из металлической крышки и задекорировать ее травой. Для высыхания такого толстого слоя пластилина понадобится где-то сутки, и после этого можно покрыть его акриловым лаком. Теперь сделаем самого простого и милого гномика-толстячка. Для его основы я оклеиваю небольшой шарик салфетками. Можно взять готовую пенопластовую заготовку в форме яйца. После высыхания вдавливаю дно вовнутрь для устойчивости. Бороду делаю точно так же, как и первому гному. Делаю нос и после этого приклеиваю усы. Пока борода сохнет, сделаю ушки для шапки. Из бисерной проволоки скручиваю 2 петельки и обматываю их малярным скотчем. Теперь оборачиваю эти заготовки пластилином. Колпак делаю того же цвета, что и ушки, и приклеиваю их после того, как они немного подсохли. Получившийся стык сглаживаю мокрой ватной палочкой. Колпачок решила украсить пушистым помпончиком. Приклеиваю его на колпак после того, как он немного подсох на зубочистке. Крашу акриловой краской в 2 слоя, а после высыхания покрываю акриловым лаком. И последний на сегодня гномик-рыбак. Для его основы я взяла пробку на подставке. Можно взять любую небольшую крышку или вырезать круг из картона и приклеивать фольгу к нему. Ручки и ножки я сделаю из шнурка. У меня это ручки от подарочного пакета.
Также оклеиваю основу бумажным скотчем. После этого оборачиваю основу хлопковыми нитками. Можно пропитать их клеем ПВА, чтобы они не разматывались. Но я не захотела сильно пачкать руки и фиксирую нитку термоклеем. Намазываю только часть основы для приклеивания бороды. Бороду решила сделать темной и затонировать ее. Делаю ее длинной, так как гном будет сидеть на краю полочки, она будет свисать с края вместе с ногами. Приклеиваю нос и голову, а верхнюю часть головы делаю плоской. Панамка — подходящий головной убор для рыбака. Сделаю ее из пластилина с шариками. Смешиваю клей ПВА и акриловую краску и грунтую этой смесью нитки. Также затонирую немного бороду полусухой кистью. После высыхания ПВА наношу 2 слоя акриловой краски. Пока он ловил рыбу, птицы свили у него на голове гнездо. Обернула бисерную проволоку тейп-лентой и скручиваю ее вокруг пальца. Вклеиваю яйца в гнездо клеем ПВА и оставляю сушиться. Удочку делаю из толстой проволоки. Загибаю с обеих сторон небольшие петельки и делаю рукоятку. К другому концу удочки подвешу маленькую рыбку на бисерную проволоку. Наш рыбак так долго сидел на берегу реки в ожидании улова, и нос, который выглядывает из-под панамки, слегка подрумянился под весенним солнышком. Мне удобнее сразу покрыть фигурку лаком до склеивания. От бумажной коктейльной трубочки отрезаю 2 равные части и продеваю сквозь них шнурок. Сворачиваю узелок пластилином и приклеиваю ботиночек. Приклеиваю удочку и шляпу, и все, наш гном готов.
Ставьте палец вверх, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные идеи.